Самолет рейса Сиэтл-Атланта мирно поднимался в небо. Пассажиры просматривали фильмы, листали журналы, засыпали под шум двигателей. На 6-м ряду у окна сидела женщина простая, усталая, ничем не приметная. В светлом худи, с короткой стрижкой и потухшим взглядом. Она выглядела так же, как сотни других пассажиров, чужая, молчаливая, незаметная. Но в небе над Айдахо все резко изменилось. Сначала пилоты потеряли связь с землей. Затем замигал аварийный сигнал, кто-то пытался вмешаться в систему управления. Через несколько минут двое мужчин в разных концах салона синхронно встали. Один из них с холодным оружием, второй с четкой задачей. Это был захват. Стюардессы дрожали, пассажиры замерли. Угонщики передали пилоту бумажную записку с требованиями. Среди прочего, там был короткий код. Тень 27. Южный вектор. Капитан Уэйн, опытный ветеран, понял, это не просто случайный набор слов. Он слышал про тень 27 всего один раз на секретном брифинге. Это был неклассифицированный позывной женщины, работавшей в самых сложных операциях, официально числящейся погибшей. Он передал сообщение в салон обтекаемо, чтобы понять могла только она. Женщина с 6-го ряда сразу изменилась. В ее взгляде появилось то, чего не замечал никто — контроль. Она встала, откинула плед и без слов пошла вперед. Действовала быстро. Первый угонщик даже не успел нацелиться. Она использовала подлокотник для маневра и мгновенно вырубила его. Второй пытался отступить, но был уже на полу через секунду. В кабине остался последний. Сведения о нем были у нее в памяти. Она вошла и закрыла дверь. Прошло 3 минуты. Женщина вышла. Сообщила: угроза устранена, управление возвращено. Ее лицо не дрожало, руки были спокойны. Когда самолет приземлился в Атланте, ее уже ждали. Агент ФБР подошел, но она спокойно прошла мимо. «Я не их агент. И не ваш». Могла бы сказать, но даже не обернулась. Позже ее пытались найти. Имя не найдено. Фото нигде. В записях пусто. Только те, кто летел тем рейсом, всегда будут помнить, как безымянная пассажирка с 6-го ряда спасла сотни жизней. Не для славы, не по приказу, просто потому, что могла. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.